Всем привет! Сегодня расскажу и покажу, как сплести вот такую вот плетеночку, не знаю, в форме стаканчика, вазочки, шкатулочки. Я давно обещала записать видео, как плести вот таким плетением, повторить его. У меня на канале есть, но не всем удобно смотреть его. Вот сейчас я записала видео максимально удобное, как мне кажется, по крайней мере, понятное точно. Вот такую вот шкатулочку можно сплести. Если сюда, допустим, крышечку добавить, то это будет шкатулочка красивая очень. Плетение ажурное такое. Я сплела это такую подставочку для кисточек, для макияжа. То есть, ну, чтобы это было красиво, не валялось. Вот такое вот плетение. Если это вам нравится, оставайтесь на канале и смотрите полное видео. Для выплетания дна корзинки нам понадобится 4 пары двойных трубочек. Трубочки у меня эти увлажненные, поэтому они легко гнутся и, в принципе, их очень легко расположить вот в таком шахматном порядке. Это и будет служить началом нашей корзинки. Подставляя вот так вот через одну, получается такой шахматный рисунок. И начинаю оплетать вот этот вот получившийся квадрат трубочкой. Немного вот здесь я центр придавливаю, чтобы он был плоским, и трубочки как бы уселись и не разъезжались. Дальше я вот здесь вот склеила 2 рабочие трубочки, нарастила. И шов должен от наращивания быть внизу, чтобы он был не видный с внутренней части, и оплетаю первый круг обычной веревочкой из 2. Первый круг я оплетаю все по 4 стойки с каждой стороны. Второй круг я уже буду раздвигать стоечки и оплетать по 2. Но первый круг оплетаем вот с каждой стороны по 4 трубочки. Это вот такое будет начало. Сейчас я буду наращивать свои трубочки, они у меня уже короткие, работать ими дальше нельзя, поэтому я откусываю под острым углом остатки, беру трубочки, подрезаю им хвостики, добавляю полимерный клей в обе трубочки. Срезанные трубочки я разглаживаю их, делаю бороздку ногтем и складываю пополам. И потом вставляю одну трубочку в другую. Таким образом у нас происходит наращивание. Но нужно учитывать, что шов или стык от места наращивания должен уходить за стойку, то есть быть за стойкой сзади, чтобы когда вы посмотрели в шкатулочку на дно, у вас не было видно места стыка. Так я буду наращивать и плести по кругу до тех пор, пока не буду поднимать стенки. Когда стенки я уже буду поднимать, все наращивания будут уже с внутренней стороны. То есть, чтобы когда вы смотрели на шкатулку, не было видно их. Это основные моменты. То есть дальше я не буду останавливаться и показывать, как я наращиваю, но наращивание буду делать вот таким же самым способом. Так я буду плести еще круг, чтобы расстояние между сточками было больше 2 сантиметров, и их было легко оплетать по отдельности, чтобы не было слишком частого плетения. Поэтому я дождусь, пока расстояние будет хорошим между стойками, и буду раздвигать для плетения. Сейчас я вот заканчиваю уже круг и буду оплетать по одной. Таким способом мне будет очень просто, в принципе, раздвигать и оплетать. То есть тут уже у меня такие хорошие расстояния между стойками, и не будет слишком частого плетения. Я вот так шилом раздвигаю все двойные стоечки, чтобы их было проще оплетать. И буду уже оплетать их веревочкой из 2 по отдельности каждую.
Так, я закончила набирать нужный мне диаметр. То есть вот этого вот диаметра мне вполне хватит для моего стаканчика, для моей корзиночки. Поэтому рабочие трубочки, концы я прячу вот так в плетение. Дальше я буду поднимать стенки. И для этого буду вводить в работу новые 3 рабочих трубочки. Поэтому вот эти 2, они у меня, в принципе, так вот и уйдут аккуратно к стоечкам, чтобы их не было видно. Я их вот так аккуратно запрячу. Сейчас я буду поднимать стенки или стоечки свои веревочкой из 3 прямой. Для этого нам понадобится 3 увлажненные рабочие трубочки. Вы можете их подклеить, вы можете расширить кармашек рядом со стоечками и вставить туда трубочку. Или можете сделать, как я, вот так за трубочку заводите, за стоечку и поднимаете ее наверх. И смотрите так, чтобы кончики рабочих трубочек у вас заходили за соседнюю стоечку. Таким образом у вас трубочки будут фиксироваться в плетении и они не будут выскальзывать. Для прямой веревочки из 3 я беру крайнюю левую трубочку, завожу над 2 другими и прячу за стойку. Вот это и есть схема плетения веревочки из 3. Опять я беру крайнюю левую над 2 рабочими трубочками и за стойку. Таким образом я буду выплетать по кругу веревочку из 3. Это и есть схема прямой веревочки. И покажу сейчас, как вам ее закрывать, как закрыть, состыковать ряд, чтобы оно смотрелось плетение целостным. Итак, я подхожу к своему первому витку, откуда пошел первая волна, первая трубочка. Вот так немножко кончики подрезаю, чтобы они не были супер длинные. И сейчас они у меня уйдут в плетение. Так, как закрыть прямую веревочку? Берем, если мы до этого крайнюю левую брали, то сейчас мы возьмем крайнюю правую трубочку. Заводим ее, вот беру крайнюю правую трубочку, завожу ее, отсчитываю 1, 2, 3, за 3 стойку. Вот крайняя правая за 3 стойки и уходит за 3 стоечку трубочка. Наперед вывожу. Так, опять беру крайнюю правую, отсчитываю 1, 2, 3 за 3 стоечку. Вот так перекидываю. И крайнюю правую за 3. Таким образом у нас ряд состыковался. И веревочка закрылась, прямая, так что вот со всех сторон не будет видно, где начало, где конец. Ну, состыковали ряд. Так, теперь и дальше все обязательно подтяните, чтобы это было плотно, максимально, без всяких просветов. И старайтесь, когда вы плетете, стойки сразу в плетении поднимать под прямым углом, чтобы они сразу вставали на место. Второй ряд я проплету также веревочкой из 3 прямой. Схема точно такая же, как и до этого была, ничего. Ну вот, доплетаю ряд и состыковываю. Следите опять-таки за тем, чтобы все стойки у вас смотрели строго вверх. Все наращивания выполняйте за стойками, чтобы их не было видно с лицевой стороны и внешний вид плетенки вашей никак не портился.
Этот ряд я буду плести обратной веревочкой. Для этого я беру крайнюю левую рабочую трубочку, завожу под 2 рабочие трубочки и увожу за третью стойку. Опять беру крайнюю левую под 2 и за третью стойку. Это и есть схема обратной веревочкой. Если прямая веревочка схема, я брала крайнюю левую, заводила над 2 рабочими трубочками и за третью стойку, то обратная веревочка я беру крайнюю левую и увожу под 2 другие рабочие трубочки и за третью стойку. В принципе, это и есть схема обратной веревочки, неважно какого количества, то есть из 2, из 3, из 4, из 5. Это будет основной такой вот схемой плетения обратной веревочки. Сочетание прямой и обратной веревочки дает эффект вязаного рисунка. Мне это очень нравится, и я в плетенках это часто использую. Вы можете плести на свой вкус, то есть можете проплести эти все ряды прямой веревочкой, можете обратной, ну или же вот как я, сочетанием прямой и обратной веревочки. Итак, я сейчас уже практически проплела ряд и буду закрывать. Обратная веревочка закрывается немного по-другому. Я беру, продолжаю как бы плести, но оставляю трубочку за стойкой. Теперь я беру следующую рабочую трубочку и уже под одну рабочую трубочку завожу. Вот сюда вот, чтобы оно встало. Теперь беру третью рабочую трубочку и увожу ее под 2 другие. Таким образом, все трубочки остаются сзади. Теперь я их вывожу наперед и могу продолжать дальше плетение. Вот так вот состыковывается обратная веревочка. Это вот схема ее такая. И дальше ряд я буду плести обычной прямой веревочкой. Так, сейчас я вот его уже проплела. Я сейчас состыкую, закрою ряд и уже буду переходить на выплетание вот этого вот ажурного плетения. Так, мне для этого понадобится 2 рабочие трубочки, поэтому третью я вот так вот обрезаю и прячу между рядами. Она аккуратненько там ложится в плетение и не мешает. Перед тем, как плести ажурчик, обязательно протяните вот эти 2 рабочие трубочки, чтобы они были податливые и хорошо ложились. Я плела по форме, так как форма позволяет контролировать сами стойки и витки, чтобы никуда не заваливалось плетение. Так, делаю вот так первый оборот вокруг стойки и через одну за стойку я ее вывожу. Теперь беру вторую рабочую трубочку, делаю оборот вокруг стойки и через одну за стойку вывожу. Опять беру рабочую трубочку, петля вокруг стойки, аккуратно укладываю и через одну за стойку. Вот таким образом выплетается эта схема плетения. Это идет основная схема, то есть ничего другого я делать не буду. Как состыковать ряд, я вам покажу сейчас чуть позже, но в принципе там не так сложно, поэтому все увидите. По этой схеме я вот буду плести все оставшееся, поднимать стенки на нужную высоту. Как выполнять наращивание в таком плетении? Итак, у меня сейчас вот эта вот трубочка пойдет за стойкой, как вы видите, я ее нарастила. Также протягиваю хорошо место, особенно стыка, приглаживая вот рабочие трубочки, я их протягиваю и укладываю, делаю петлю вокруг стойки. Таким образом у нас наращивание остается за стоечкой и его не видно. Но вот место стыка прям хорошо прогладьте, чтобы оно было плоским и не топорщилось. Потому что есть такой вот момент, что если хорошо не прогладить, оно прям не хочет ложиться вокруг стойки. Но это такой вот моментик небольшой, его просто нужно при плетении понять, и в принципе витки потом будут ложиться ровно. И дальше по схеме точно так же продолжаю плетение.
Итак, мы подходим к последним виткам, то есть здесь уже ряд будет закрываться. Вот последний виток я делаю. И смотрите, у меня вот первый виток, с которого я пошла, он вот рядышком. Теперь что я делаю? Все то же самое, просто продолжаю плести, перекидываюсь, как бы поднимаюсь на ряд выше. Также вот трубочку эту я рабочую увожу через одну за стойку и делаю петлю уже на втором ряду. Вот вторая петля пошла, и схема у нас та же самая остается. То есть ничего другого абсолютно не будет. То есть вы подошли к концу ряда, смотрите, что у вас вот первая и последняя петля уже вместе. Просто перебрасываете рабочие трубочки, как бы продолжая схему, не меняя схемы плетения, на следующий ряд и продолжаете плести. Вот, в принципе, это все основные моменты плетения. Следите за руками, за техникой. Ну, схему я уже объяснила, поэтому тут только смотреть и повторять. Так я вот буду поднимать свои стенки, то есть до нужной мне высоты. Стоечки я потом донаращу, когда мне нужно будет, когда длина уже будет совсем короткая, я просто сделаю наращивание стоек и буду плести дальше. Я подрезала все трубочки, все стоечки, которые были короткие. Мне целой трубочки было бы слишком много, то есть мне такая высота не нужна изделия, поэтому я свои сухие трубочки откусила напополам и вот наращиваю. Чтобы рабочие трубочки не высохли, я буду наращивать стоечки по ходу плетения, чтобы не высыхали мои рабочие трубочки. Я еще хотела рассказать немного про форму. Я поставила банку для того, чтобы трубочки, стоечки не заваливались вовнутрь. В этом плетении очень легко потерять вот эту вот ось, то есть угол прямой. И при этом, при данном виде плетения, очень часто трубочки заваливаются к центру. Поэтому, чтобы облегчить себе работу и не контролировать каждый раз натяжение, я вот поставила такую литровую баночку. Это очень удобно, поэтому тоже используйте форму, чтобы контролировать угол стоечек.
Итак, я доплела до нужной мне высоты стенок, поэтому больше я плести не буду. Этим плетением я сейчас перейду на веревочку из 3. Я добавляю еще одну рабочую увлажненную трубочку и оплетаю первый круг веревочкой из 3. Вот так же, как и до этого я все делала, крайнюю левую над 2 за 3-ю стойку. По этой схеме сплету круг и дальше буду плести обратную веревочку. Итак, дальше мне форма уже будет не нужна. Я проплела, получается, 3 ряда веревочкой из 3. Сейчас я буду прятать концы рабочих трубочек вот сюда вот к стойкам. Больше я плести не буду. Сейчас я вот подрежу рабочие трубочки, срежу стоечки и уже перейду к загибке. Загибку буду делать на новых стоечках, то есть увлажненных, потому что эти у меня сухие, они не пойдут. Ну, можете увлажнить и эти. В принципе, если у вас или если они у вас влажные, то можно не добавлять новые, не менять стоечки и выполнить этими же трубочками загибку. Но у меня времени нет на увлажнение, поэтому я их заменю. Вот так подрезаю рабочие трубочки и прячу, прям аккуратно раздвигаю шилом, освобождаю место и прям к стоечкам прячу свои рабочие трубочки. Теперь аккуратно срезайте все стоечки. Вроде бы казалось такой простой момент, но здесь очень легко навредить плетению. То есть здесь можно откусить немного лишнего и захватить вот эти вот веревочку из 3, да, которую мы плели, бортик вот этот. Поэтому тоже аккуратненько откусывайте, не переусердствуйте. Ну и так, конечно, чтобы эти пенечки не выпирали. Так, с левой стороны я раздвигаю шилом, место кармашек себе освобождаю и вставляю увлажненные трубочки. Трубочки я рабочие, которыми буду выполнять загибку, делю напополам, потому что я буду делать розгу из 3, и мне слишком длинные трубочки не нужны. В принципе, смотрите, у меня здесь была веревочка из 3, поэтому я выполняю загибку розга из 3. Она повторяет сбоку рисунок веревочки из 3. Что очень удобно, ну и как-то эстетично, аккуратно заканчивается. Если вам не нужен там супер мощный валик, то вот выбирайте по количеству плетения веревочек. То есть если вы до этого плели веревочкой из 4, значит возьмите розгу из 4. Итак, вот я 3 вниз опускаю друг за друга, подрезаю, беру крайнюю левую, завожу через одну стойку, подрезаю и накрываю предыдущий. Это и есть розга из 3. Опять беру крайнюю левую, завожу через одну стойку, прикрываю соседний и подрезаю. Вот эта вот схема по всей окружности буду выполнять. Я наращиваю, добавляю, точнее, трубочки по мере плетения, чтобы они не высыхали, и с ними было удобно работать, чтобы они оставались пластичными. Вот я дошла, добавила несколько штук и проплела опять загибку. Таким образом трубочки остаются влажные. Если вы, допустим, добавили сразу много или все трубочки поменяли, можете надеть коктейльные трубочки на свою лозу, и тогда она, конечно, дольше сохранит свою влажность. И вот так вот по кругу веревочкой из 3 я делаю загибку. То есть крайнюю левую
через одну стойку и соседней стойкой закрываю. Сейчас я вам покажу, как закрыть разгу, рисунок. Запасное место я там себе, то есть трубочками я не захватывала, поэтому сейчас по мере плетения я вам покажу, как я загибку выполняю. Тоже такой важный момент. Я добавляю стоечки с левой стороны. То есть я вот делаю кармашек, добавляю увлажненную стоечку слева, для того, чтобы при плетении вот этот пенечек у нас уходил в загибку, его не было видно. То есть мы его накрываем трубочкой, и он максимально незаметно, место вот стыка. Я подхожу уже вот к последним виткам, то есть добавляю вот последние трубочки. Трубочки должны быть, конечно, обработаны, хорошо увлажнены, пропитка должна быть обязательно, то есть лак, вода, чтобы пленочка защитная была хорошая, и качество трубочек было тоже хорошим. Здесь у меня уже вот последние идут такие стежочки перед закрытием ряда, да, перед закрытием разги. Вот осталось у меня два последних. Так, вот здесь я подрезаю, накрываю и теперь смотрю, что дальше. Беру крайнюю левую, завожу ее за стоечку. Вот она по рисунку как бы вот сюда должна ложиться. Вот это вот, если бы это у нас была стоечка, она бы вот сюда вот мы как бы ее за стоечку подрезали и накрыли соседней. Все, у нас осталось 3 последних трубочки. Теперь здесь по рисунку четко видно, куда нужно укладывать трубочку. То есть вот здесь идет одна накрытая труба, накрывается трубочка второй. Вот сюда мы расширяем кармашек, протаскиваем трубочку, подрезаем. То есть вот это вот как раз та самая короткая трубочка, подрезали, и как бы ее соседней стоечкой она уже накрыта идет. Теперь берем вторую. Смотрим дальше по рисунку, куда она должна идти. Вот сюда, под вот эти вот 2 трубочки. Шилом помогите себе, раздвиньте или спицей. Также, если у вас тугое плетение, вы можете прям спицу или шило вот так свое вытащить, нанизать трубочку и трубочку протащить вместе с шилом. Так она прям ляжет то четко, куда нужно по рисунку. Это прям очень удобно. Так что я часто так вот делаю, закрываю, когда ряд, прям видно, куда трубочка должна ложиться. И последняя, 3-я трубочка по рисунку, она должна у нас идти между вот этими трубочками, вот сюда. То есть если повернуть свое плетение, плетенку, вы прям увидите, куда трубочка должна ложиться. Вот под 3 вот эти вот трубочки она сюда должна зайти. Я опять-таки шилом себе помогаю. Трубочку на шило надеваю и протаскиваю трубочку вместе с шилом. Вот если у вас слишком увлажненные трубочки, они не хотят идти, можете присыпать немного тальком, и тогда трубочка будет прям скользить. Вот, это так вот состыковалась у меня разга, рисунок полностью сохранился, состыковался. Но опять-таки вот так вот разгу из 3 можно закрывать, то есть без дополнительных трубочек, которые мы вначале закладываем. Если вы плетете разгу, которая больше 3, там 4-5, вначале лучше дополнительные трубочки на место вот стыка обязательно ложить, чтобы понимать, куда по рисунку должна уходить трубочка, потому что не всегда это видно, когда вот больше 3. Если это видео вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, обязательно отвечу. Всем пока!